Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу рассказать вам про мою самую любимую палетку от Huda Beauty. Это палетка Noti. Да, она не супер свежая, но тем не менее на свежую палетку у меня тоже есть обзор на канале. И я думаю, что сейчас самое время, чтобы рассказать вам именно про нее, потому что она самая-самая любимая. И к ней у меня чаще всего тянется рука. Пожалуйста, если видео вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Давайте буквально в нескольких словах мы поговорим о самой коллекции. Она была представлена 2 года назад и была она приурочена ко всему такому манящему, интимному, прекрасному, тому, что делает женщину еще более притягательней и привлекательней. Huda просто невероятно, конечно, красивая во всех этих нарядах, когда она рекламировала эту палетку. И как вы можете уже понять, то здесь такая тема достаточно интимная, тема вечерняя и тема макияжа такого неповседневного. Потому что если мы посмотрим предыдущие ее палетки, то они были у нас более нюдовые. Здесь она захотела показать эту властную женскую натуру и представила более яркую, красивую палетку. Если вы посмотрите по названиям оттенков, я обязательно вставлю картиночку, это все очень, конечно, интересно, поэтому сядьте со словариком, переводите. Думаю, вечер будет вам прекрасного перевода обеспечен. В целом, 2 года назад тема была очень актуальна. Джеффри Стар делал свою косметику, которая тоже была достаточно провокационная, такая резонансная в мире бьюти. Ну и Huda решила далеко не идти и что-то поменять. Но я думаю, что здесь в целом еще это было связано с идеологией, потому что розовые палетки уже немножко утомили людей. Она захотела сделать что-то более яркое, более другое, ушла в бордо. Поэтому я думаю, что здесь это еще и веяние моды, ну и в целом развитие бренда, потому что розовые палетки уже действительно немножко нам надоели. Поэтому здесь уже более такая яркая история вечернего макияжа, бордового макияжа. И первое, что я хочу отметить, что, пожалуйста, не ведитесь на то, что здесь есть нюдовые оттенки. То есть, если вы хотите купить эту палетку, потому что вам кажется, что можете сделать красивый какой-то коричневый макияж, пожалуйста, лучше сразу выключите это видео, потому что здесь такая худовская натура тоже прослеживается. Здесь все оттенки по подтону все равно будут уходить в бордо. То есть, если предыдущие оттенки уходили у нас во что-то розовое, то здесь бордо, оно всегда с нами будет. Если вы посмотрите на мои глаза, то здесь тоже как бы вот здесь вообще использовался такой достаточно коричневый нюдовый оттенок, но все равно у него какое-то розовое сияние. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Если вы готовы к такой цветовой гамме, то welcome, остаемся с моим видео, смотрим дальше. Если вы искали что-то более нюдовое, то это не совсем для вас. Давайте буквально пару слов я скажу про качество. Качество теней здесь на высоте, потому что это Италия, большие палетки Huda Beauty, они сделаны в Италии, маленькие сделаны в Китае. Поэтому если вы смотрите это видео и пытаетесь понять, вам купить большую палетку или маленькую, я сразу могу вам ответить большую. Пусть вас не пугает, что здесь оттенки как будто бы, да, похожие, как будто бы можно сделать мало вариантов макияжа. Нет, друзья, вариантов здесь можно сделать очень много, а главное, что у вас будет тянуться рука к этой палетке, потому что качество хорошее. Маленькие палетки, они так себе. Я пробовала, тестировала у друзей, есть там плохая пигментация, там недостаточно кремовые текстуры пигментов, поэтому здесь, пожалуйста, осторожней. Посмотрим по вообще наполненности палетки, да, здесь такая стандартная для большой палетки Huda история. У нас есть обычные матовые оттенки, которым можно заполнять основную область нашего глаза, которым можно что-то высветлить, да, либо построить форму. Если мы говорим вот про такие, будем называть их нюдовые оттенки, но мы знаем, да, что они у нас достаточно таким все равно бордовым подтоном. Дальше у нас идет шиммерная и пигментная история. Шиммеры — это у нас вот эти 2 оттенка, они, да, такие тоже интересно выглядят в рефиле, то есть они перекликаются между друг другом. Это блески, которые растворяются в таком перламутровом фиолетовом оттенке, и здесь у нас больше такой песочный оттенок, который уходит тоже просто вот перламутровый ванильный оттенок. И также есть пигменты. Пигментов у нас здесь много. Это около розовые пигменты, около нюдовые пигменты. Все они тоже красиво смотрятся. И, кстати, вот этот красный дизайр, он тоже выглядит прям очень здоровско. То есть он не делает ваш глаз больным, он прям действительно очень богато смотрится на глаз, несмотря на то, что я достаточно мало его использовала, я его тоже очень сильно люблю. Вот этот оттенок Heart, кстати, он очень интересный, он у нас выглядит действительно как будто бы какой-то латекс, да, мы сделаем обязательно сводч, посмотрим, но он тоже, тут нет пигментов, тут нет каких-то блесток, он просто выглядит как будто что-то влажное. Ну и, конечно же, нужно обязательно, мне кажется, обсудить это Slippery историю, в общем, этот оттенок Slippery,
Твиттере, потому что он, конечно, очень-очень интересный. Изначально, когда его выпустили, все фанаты Худа разделились на два лагеря. Те, кто сказали, что это полная фигня, и мы не понимаем, как это работает, и те, кто сказали, что, блин, интересно, что-то новое, прикольное. Как вообще Худ это позиционирует, что здесь можно использовать либо как какое-то влажное такое wet-сияние на вашем лице, да, потому что, ну, это сама палетка такая у нас игривая, вот и сияние у вас тоже будет игривое на лице, то есть можно как хайлайтер использовать, как, я не знаю, блеск, еще что-то просто на глаза, потому что вы знаете, что в фэшн-макияже пару лет назад это было очень актуально, когда у нас просто были как будто влажные глаза. И поэтому вот с помощью этого оттенка можно так сделать. И здесь, кстати, есть маленькие вкрапления пигмента, что делает это не совсем прозрачным, а немножко тоже таким бордовым. Ну и сама Huda еще тоже предлагает его использовать как базу под пигменты, но здесь скажу, что работает это плохо. Может быть, первое время это выглядит симпатично, потому что действительно такое влажное подсвеченное сияние пигмента, дополнительно пигменты раскрываются на этом оттенке, но, пожалуйста, имейте в виду, что плохо себя ведут. То есть, если вы хотите надолго, то все скатается, все съедет и будет так себе. Поэтому лучше использовать просто базу под пигменты. У меня вот, кстати, от NYX, она классно работает. Вот, поэтому здесь с этим оттенком осторожнее, но с точки зрения какого-то маркетинга, с точки зрения привлекательности палетки, почему бы нет, пусть остается, я иногда им даже пользуюсь. Давайте сначала поговорим про матовые оттенки. У нас здесь нет какого-то, да, ванильного оттенка или белого, светлого оттенка, поэтому построить форму вот с помощью ванильного оттенка не получится, но при этом у нас есть классный, мне кажется, розовый оттенок, который очень красиво будет смотреться с розовым пигментом, розовым шиммером, то есть здесь тоже такой микс предыдущих палеток вместе с новым бордовым, таким сильным доминирующим цветом. Далее у нас вот оттенки более такие бежевые, которые смотрятся бежеватыми как раз таки в палетке, но тем не менее на руке они смотрятся у нас более, да, все равно рыже, более розово, поэтому здесь, пожалуйста, осторожнее, как мы обсудили. Ну и такая фиолетовая история, которая поможет нам уже заняться формой нашего глаза и засемнить какие-то определенные области. Теперь давайте поговорим, наверное, о самых интересных оттенках этой палетки. Это те оттенки, которые выглядели как будто бы сплит из двух цветов. То есть там перламутр переходил во что-то спокойное или блески. Это сплит из цвета, он в каждой палетке выглядит по-разному. И в моей палетке вы видели, как все это выглядит. Но, как вы видите, когда мы миксуем цвета, то у нас достаточно однородное покрытие выходит у этого оттенка. Пока делала сводчи, тоже заметила, что очень хочется подчеркнуть, насколько кремовые у нас пигменты и насколько мягкие, да, так суперско переносящиеся матовые оттенки, потому что мы знаем, что особенно белые цвета, розовые, их сложно сделать такими, чтобы они очень аккуратно смотрели, чтобы они переносились цветом, да, потому что обычно матовый оттенок, ты его очень много раз так наслаиваешь, и у тебя все какое-то невзрачное, некрасивое, нужна подложка и так далее. А здесь в палетке Notti просто очень хорошее качество, поэтому прям стоит отметить, что здесь все здорово с этим. И давайте немного поговорим о сравнении этих двух палеток. Первое, с чего я хотела бы начать, это, конечно же, цветовая гамма. То есть, если мы посмотрим на палетку Notti, то она все-таки больше у нас теплая, она больше у нас бордовая. Если мы говорим про палетку Rose Quartz, то она больше холодная. И действительно, давайте вот мы даже рядышком их положим, то есть даже несмотря на то, что у нас очень похожи между собой цвета, многие шиммерные, да, многие пигментные оттенки похожи, они все равно на глазах будут иметь абсолютно разный подтон. Поэтому, пожалуйста, это имейте в виду. Если вы хотите теплую палетку, идите к Notti. Если вы хотите более холодную, идите в Rose Quartz. И что еще я хотела бы отметить, что несмотря на то, что Rose Quartz тоже Италия, тоже новая, казалось бы, доработанные формулы, в Notti мне больше нравятся пигменты, они, на мой взгляд, меньше здесь пылят, они лучше друг с другом, да, непосредственно взаимодействуют на глазе, то есть более как-то осторожно перетекают, и матовые оттенки тоже более мягкие, то есть они хорошо насыщенные, потому что обычно, если мы говорим про белые, про розовые оттенки, с ними сложно работать. Здесь прям все очень-очень классно. Здесь, на мой взгляд, матовые оттенки немножко плохо тушуются, и один вот есть оттенок, вот этот достаточно темненький, да, мантра, он все равно, конечно, с таким фиолетовым подтоном, сложно его растушевывать. И вот этот Unpowered, он просто вообще какой-то суховатый, возможно, мне не повезло. Поэтому здесь тоже, конечно же, в первую очередь смотрите, что вам нравится с точки зрения непосредственно цветовой гаммы, оттенков и прочего. И, кстати, если вам кажется, что, как я уже сказала, какие-то рефилы похожи, нет, на глазах они будут абсолютно другие. Но по качеству, вот Notti, мне кажется, просто лучшая палетка Huda Beauty. Ну что, предлагаю уже перейти к самому интересному, это к макияжу. Мы посмотрим, как я сделала этот макияж вместе. Скажу сразу, что он очень легкий, здесь используется всего 3 оттенка, и я сейчас вам все подробно покажу. Первое, что мы делаем, это, конечно же, наносим базу, чтобы наши тени лучше держались и вели себя в течение дня.
Приступим к оформлению глаза. И первый этап, который мы делаем, это прорисовываем складку. Я всегда использую достаточно маленькую кисть, это кисть бочонок, потому что мне наиболее удобно ей работать. Берем такой достаточно бежевый оттенок. Я, честно говоря, увлеклась и не только проработала складку, но уже и задала форму нашей тушевки. И здесь, что я хотела бы обязательно отметить, когда мы начали рисовать складку, я сказала, что мы берем с вами достаточно такой бежевый оттенок, и как вы видели в палетке, он действительно такой. Но на глазах у него есть такой красно-бордовый подтон. Поэтому это имейте в виду, если вы присматриваетесь к палетке Notti, здесь будут немножко такие неоднозначно нюдовые оттенки, какими бы они ни казались, да, в нашей палетке. Ну что, давайте еще больше углубим нашу складку, и сейчас я предлагаю воспользоваться знаменитым оттенком Notti из этой палетки. Ну что, сейчас предлагаю уже перейти к самим пигментам, и нам обязательно нужно использовать базу для пигмента, чтобы пигменты лучше склеивались. И как мы не забываем, мы наносим пигменты пальчиками. База у меня от NYX, хорошо работает, неплохо, но альтернативные не пробовала, поэтому здесь посоветовать сложно. В случае работы с пигментами я предлагаю обратиться к двум оттенкам. Возьмем немножко посветлее, да, с таким коричнево-золотым подтоном у нас ближе к уголку глаза, и уже более с розовым, медным по краю. Мне кажется, должно хорошо смотреться вместе. Первый оттенок берем Please Me, и второй Irresistible. Очень мне нравится работать с пигментами Huda, потому что посмотрите, как они аккуратно наносятся. Они у нас не сбиваются в складки, они осторожно распределяются, и, в принципе, достаточно кремовая текстура, комфортная для распределения. Поэтому здесь, в этой палетке, мне кажется, даже качество гораздо лучше, чем в новой палетке, о которой мы с вами говорили, Rose Quartz. Здесь как-то пигменты более кремовые, и вот с тушевкой, с тем, как они наслаиваются на кожу, проблем вообще никаких нет. И единственное, что нам с вами осталось, это немножко высветлить уголок нашего глаза, чтобы глаз выглядел более отдохнувшим, свежим, ну и все как мы обычно любим. Беру достаточно маленькую кисть, чтобы было удобно все это проработать, и обратимся к оттенку Flower Power. Как мы уже обсудили, он смиксованный, он двойной, то есть здесь есть как вообще перламутровая легкая история, так и песочный оттенок. Я предлагаю как-то это все тоже замиксовать, и мне кажется, получится все очень симпатично и свежо. Конечно, можно и воспользоваться хайлайтером для высветления, да, здесь все зависит от того, какой оттенок вы хотите видеть на вашем глазу. Теперь возьмем кисть, которую мы прорисовывали форму, и немножечко проработаем наше нижнее веко, для того, чтобы глаз был более объемным. Ну и раз уж мы заговорили про хайлайтер, давайте все-таки высветлим еще дополнительно хайлайтером, потому что мне кажется, это будет еще более интересно, живо и красиво. У меня хайлайтер от Bobbi Brown, просто очень естественное сияние. Мне прям невероятно нравится, как он смотрится, в том числе и на глазах. Добавляю дополнительно, то есть, в принципе, практически не заходя на ту область, которую мы проработали, а больше углубляясь, да, по нижней части нашего глаза. Эти тени практически не осыпаются, но если что-то пошло не так, вы видите какую-то грязь под вашим глазом, соответственно, можно воспользоваться либо кистью с консилером, либо кистью с тональным средством. Это поможет избавиться от того, что вас не устраивает. Также еще беру буквально капельку хайлайтера, использую такую кисточку, которая удобно прорабатывать область под бровью. Ну что, основная работа с тенями завершена. Предлагаю посмотреть на промежуточный вариант. Посмотрите, насколько естественно смотрятся оттенки, как классно они друг другу переливаются. И мне кажется, что вот эта пигментная история у Huda просто вообще на славу. Лучшие пигменты — это пигменты Huda.
Ну что, друзья, я потихонечку завершила макияж, я еще добавила нам стрелочки, я добавила ресницы, и теперь, мне кажется, можно подводить итог этой палетки. То, что мы уже с вами обсудили, что оттенки очень классно перекликаются, очень классно наслаиваются. У нас сейчас 3 оттенка на глазах, не считая хайлайтера, и мне кажется, что они все очень деликатно друг друга подсветили, очень деликатно перешли друг к другу. Это не может не радовать, здесь вы можете не переживать, потому что иногда бывает, что вот у вас розовый оттенок, вот золотой, и как это будет все смотреться. Нет, здесь цветовая гамма достаточно одинаковая. Как мы сказали, что она розоватая такая, красная, то есть не ждите здесь, пожалуйста, нюда. Если вы видите бронзу, это не будет совсем бронза, это будет немножко медная бронза. Поэтому за счет этого подтона общего, который присутствует у палетки, то и все оттенки очень хорошо перекликаются друг с другом. Можно сделать невероятное количество разных образов, потому что как и пигментов, так и матовых теней, их очень сильно много. Здесь можно экспериментировать, смотреть. Мне кажется, что палетка достойная, как минимум, вашего внимания. Что касается качества, тоже она долго, стабильно, так хорошо держится на глазах. Они не осыпаются, если мы говорим про тени, практически, да. Пигменты тоже себя очень хорошо ведут, не пылят, потому что, например, вот палетка, которая была недавно анонсирована, там есть какие-то определенные проблемы. Если мы говорим про палетки девяточки маленькие, то это вообще китайское качество, это вообще тоже другая история. Здесь у нас итальянские тени, ведут себя они очень сильно хорошо. И что мне нравится, если мы выйдем сейчас на улицу и пройдемся по солнечному нашему городу, то будет очень свежий, красивый макияж, потому что эти пигменты просто невероятно красиво переливаются, и уверена, что никого не оставят равнодушными. Ну что, дорогие друзья, вот и все, наше видео подошло к концу, а значит, нам пора прощаться. Пожалуйста, напишите, как вам палетка, понравился ли вам макияж, и что вы вообще думаете об этой цветовой гамме. Конечно, у меня много было уже обзоров на похожие палетки, но Naughty все равно моя самая-самая любимая палетка. Поделитесь мнением, как она вам, есть ли у вас палетки от Huda Beauty, что вы вообще думаете о качестве ее косметики. Спасибо еще раз, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, что подписались на канал, написали комментарий, поставили колокольчик и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!